Всем привет! Игорь, канал Алена Арвлог. В этом видео мы с вами рассмотрим Скадарское озеро. Немножко ближе. В прошлом видео мы были на Верпазаре. Изумительно красивое место. А здесь мы сейчас вот посмотрим с вами именно Скадарское озеро. Я не могу вам это не показать, потому что это просто... Вы знаете это слово, да? Слово синонима Черногории ко всему подходит. Это красиво. Популярное место. Отсюда уходят экскурсии кататься по всему озеру. В деревне живет, конечно, рыбалка. Она довольно-таки большая по черногорским меркам. Здесь когда-то жила аж 30 представителей одной фамилии. Ну, со временем, конечно, кто-то разъехался, но она все еще жива. Давайте с вами посмотрим на эти домики красивые изнутри. Здесь, кстати, интересно еще вот, не только можно поплавать по озеру, но здесь еще есть и пешая экотропа, где пройтись можно и посмотреть на интересные виды, которые здесь открываются с этой горы. Когда-то здесь была крепость. Ну, кто ездит на Подгорицу через Скадар, видел ее. Она по правой стороне защищала от турков. Ну, а как вот выглядит обычный дом в горах? Давайте с вами посмотрим. Мы такое вам еще не показывали. Вам, наверное, это будет интересно. Видите, железобетонные, каменные дома все строят. В них даже кондиционер не надо, потому что он сохраняет прохладу летом и, естественно, тепло зимой. Здесь это вот так вот выглядит хлев. Здесь животные жили, свиньи, коровы даже. Вот сейчас уже этим не занимаются, потому что, урбанизация, время все меняет. Вот так вот оно выглядело. То есть представляете, как еще до эпохи туризма здесь было. Очень необычно, потому что побережье своя какая-то атмосфера, это уже пресная вода, озеро в горах, это просто... Вот так выглядит, друзья, площадка с домашним рестораном. То есть здесь, когда предлагают вам экскурсии, здесь не только можно покататься, но еще потом подкрепиться с чудесным видом на горы Скадарское озеро. Друзья, обратите внимание, насколько все это величественно. Захватывает дух, как обычно. И вот, первая такая вот необычность для меня, приехавшего с болот и лесов, это дом в горах. Кто живет в Черногории или там, не знаю, в гористой местности, типа, что такого, да? Если видите, скала, то есть ты выходишь, у тебя сразу же природные стены рядом, и надо в этом всем, строить быт, там, лестницы, возводить дома. Это столько труда, это столько усилий, чтобы все сделать качественно и надолго. Впечатляет. Элементы для занятий физическим спортом. Вы помните, что в Черногории это как часть культуры, наверное. Помните, в наших видео постоянно показываем, сколько много людей висят на турниках, на специальных площадках. В Черногории любят домашних животных, своих. Если ищете квартиру, конечно, лучше с ними не заселяться. Друзья, так как деревня все-таки рыбацкая, здесь очень много относящихся к этому промыслу элементов. Здесь вот двигатели еще со времен Югославии работают, считаются очень-очень надежными. Логично, да, что раз они уже дожили до нашего времени, со времен Югославии, то это неубиваемые. Я, конечно, не рыбак профессионально, не обладаю лодкой, но вот если вы, зрители, кто смотрит нас, разбираетесь, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу югославских двигателей, моторов. Еще интересный факт, что здесь можно не только на экскурсиях ходить и наслаждаться красивыми видами природы, но еще и порыбачить. Рыбалку здесь тоже под ключ предлагают, это в утреннее раннее время она происходит. Друзья, если интересуетесь рыбалкой, спросите в комментариях, подскажу, кто вам поможет с рыбалкой в раннее время выловить сама или сазана размером с акулу. Здесь такие есть. Друзья, еще тоже немножко элементов, особенностей жизни в гористой местности. Вот видите, вот это вот вроде бы канава сухая, но на самом деле у нее предназначение для вывода, отвода воды. В зимнее время, в дождливое, в ливне здесь, говорят, такая легкая собственная речка появляется. А вот так вот, смотрите, выглядит
черногорский туалет. Ну, конечно же, сейчас он уже заколочен, но его не разобрали по причине того, что он сделан из бетона. Сейчас уже все удобства, конечно же, в квартирах. Ну, а раньше вот так это выглядело. Ну и вот, да, смотрите, да, теперь ничем не удивить, но тем не менее тоже вот раньше уже брались из источников горных. И как напоминание, эта штука осталась. Я думаю, что если ее расконсервировать, она заработает. Везде есть особенности, друзья. И вот мне, как человеку, еще раз повторюсь, прожившему в лесах и в болотах, где-то и в городах, все вот это как-то необычно. Пишите в комментариях, друзья, как вам такие элементы были. А так вот хранятся сети. Сети разные, в разный диаметр сети. И в зависимости от сезона, от времени достается нужная сеть в лодку и извлекается рыба. И здесь еще интересный такой момент, друзья. Сети можно купить, итальянские сети можно купить готовые, но здесь местные предпочитают делать сети по своей методике. Поэтому закупается просто-напросто материал и создается вручную сеть. Представьте себе, какой огромный труд. И за счет рыбалки, да, деревня это здесь и живет. Ну, и вы все ее видите, когда проезжаете в Подгорицу. И, ну, туризм плюс рыбалка. Туризм относительно недавно дал дополнительный доход. Мы сейчас с вами прокатимся на лодке, посмотрите, как это все выглядит. Вот. Ну, рыбалка — это старый, древний, основной промысел деревни. И интересный факт. На берегу не покупают речную рыбу, предпочитают именно морскую. А здесь вот, ну, около озера, Подгорица и дальше оно развито. Вот. Заводы уже здесь отмерли со времен Югославии, уже нету, поэтому консервных нету. Ну, то есть, соответственно, любителям. И еще интересный факт, что здесь вода в реке не такая, как, допустим, в той же Беларуси, и речная рыба тиной не отдает. Так что, если вы соскучились по рыбалке или по речной рыбке, не проезжайте мимо. Здесь вас будут ждать. Ну и лодки круизные выглядят вот таким вот образом, уютные, подготовленные для путешествия по реке. До 12 человек. О, поезд. Это, как я сказал, да, лодка Стефан. И выплывать из Черногорской Венеции можно только через один единственный тоннель, который отделяет Скадарское озеро от этой бухты, залива. И когда наводнение, он может быть затоплен почти полностью. Здесь ласточки, конечно же, гнезда вьют. И вот практически полностью заливается водой. Вот представьте себе, сколько здесь воды и насколько разное Черногория в разное время года. Друзья, здесь тоже пробки бывают. Популярное место. И, соответственно, надо бдить. Это река Мороча, да? И мы, друзья, выплыли в реку Мороча. Очень красиво, как, собственно, и все. Я, конечно же, надоедаю, когда говорю одно и то же слово «красиво-красиво», но я не знаю просто, какие другие эпитеты уже подбирать под все это. Нет, друзья, мы плыли еще не по самой Морочи, а по маленькому притоку. И сейчас мы уже в самой Морочи, которая течет из Подгорицы. Сам вот этот вот туризм на озере начал развиваться 22 года назад. Это относительно недавно, время быстро летит, и раньше его не было. И вот тот человек, кто это все создал, мы с вами с ним познакомимся в следующем видео. Поэтому подписывайтесь. Друзья, здесь, ну, совершенно другие эмоции, не такие, как на берегу. Хочется все снять за раз, это как голодный какой-то, накинулся на красивые виды и не можешь остановиться. А сейчас, друзья, мне повезло, нам с вами повезло смотреть уникальное явление. Сейчас только начали цвести все эти лилии. Это невообразимо, это вот надо видеть. Друзья, ну хорошая новость, это только начало. Это редкие белые лилии, которые сейчас распустились. В июле здесь будет белым-белом. Класс. Друзья, и так как здесь озеро, вода здесь теплее. Прогреваемся, ну, теплее, чем в море. Если любите купаться, нужна вода теплее, чем в море, то, наверное, Скадар хороший выбор. Я еще, конечно, купаться не буду сейчас, но когда-нибудь попробую. Впереди лето. Знакомьтесь, это Лука. Он сегодня наш капитан. Привет, Лука. Приезжайте, очень классная экскурсия.
Друзья, если вы увлекаетесь бёрдвотчингом, кажется, это, наверное, лучшее место. Потому что здесь столько птиц, некоторых из них я увидел впервые. Здесь какие-то крылатые утки, поганки, пеликаны. Это, друзья, называется сплав. Можно на нем с комфортом очень долго путешествовать. Там, ну почему с комфортом? Ну что там даже кровати есть. Но он, наверное, уже не действует, я так понимаю. Но если поискать, наверное, можно найти что-то такое и очень долго плавать. Как в приключениях Тома Сойера Геккельбери Финна, только с большим комфортом. Друзья, ну здесь мы с вами поплыли на маленькой лодочке, но есть гораздо более вместительные, например, на 50 человек. Да, друзья, вот только представьте, специальные корабли для того, чтобы проводить обзорные экскурсии. Вместительные, комфортные. На таком уже даже качка, наверное, сильно чувствуется. Не сильно-то и укачивается. Вот кажется, что выглядит просто, да? Ну, я имею в виду управление, руль. Но для того, чтобы получить права на управление этим транспортным средством, плавучим, должно пройти много лет. Сначала начинается обучение на маленькой лодке, вы получаете опыт 3 года. И через 3 года можно будет попробовать сдать лицензию на более вместительный, на вот такой вот уже большой корабль. Первый для лодку и потом 3 года позже за корабль. В общем, вас в любом случае будет возить опытный капитан. 6 лет опыта вождения и лодок, и кораблей. И вот, чтобы лодка не уплыла, видите, друзья, ее привязывают к деревьям. Тут же вода, наверное, еще больше поднимается, да? Вот здесь, друзья, вот в этой деревне даже и школа была, и церковь. Оно просто само по себе историческое, друзья. Пронизано все историей, историческими нитями. Видите, как лодки швартуются. Друзья, еще интересный факт мне тут поведали, рассказали, про который я не подумал. Когда мы с вами обсуждали купание, вода, да, теплее, вода чистая, приятно купаться, но есть маленький нюанс черногорского характера. Здесь растет очень полезный для здорового орех озерный. И когда на второй год он уже отцвел, начинает условно дозревать, он становится очень твердым. Его прибивает к берегу, и листья очень острые. Поэтому осторожно, если вы будете купаться, то только в защитной обуви, в каких-нибудь специальных тапочках для купания, либо с лодки. Когда ныряешь с лодки на мель, там есть, естественно, вы видели и спасательные круги, и вода чище там подальше от берега, поэтому оно считается безопаснее. Поэтому сами черногорцы купаются именно с лодок. Вот такой вот еще небольшой вам совет. Олесика вам не показывал сегодня. Вот он сидит. Покатался пес тоже по Скадарскому озеру. Ему везет. Вместе со мной посмотрел очень много мест красивых. Покажу еще, чем живет, как выглядит эта деревня. Ну, то есть вы поймите, что это как маленькое небольшое поселение все-таки. Здесь живут постоянно. И здесь, жизнь бурлит, и она заточена именно под рыбалку и все сопутствующее. Дома зимой, да, тоже здесь печное отопление, никто не мерзнет. Вот, и мастерская здесь, да, понятно, что моторы, и надо, соответственно, чинить, периодически обслуживать. Вот есть специальная даже мастерская. Если у вас есть моторная лодка, не знаете, где починить, я думаю, здесь вам точно помогут решить вопрос. И обратите внимание, сколько сетей в каждой лодке. То есть, здесь, да, этим все живут. Мои коллеги некоторые приехали со своими удочками. Мы обсуждали, где же на побережье Будвы, Черногории ловить рыбу-то можно. Там свои нюансы. А здесь старое доброе озеро, которое нам, белорусам-то точно всем понятно. Из страны озер. Может, поэтому сюда так тянет и так нравится. Так тоже можно в поход пойти. Собраться в лодку всей семьей и поплыть на долго-долго-долго. Друзья, я не помню, кто-то меня даже просил когда-то давно в комментариях показать быт обычной черногорской деревни. Вот, посмотрите. Выглядит как что-то удивительное и необычное. А для всех людей, кто здесь живет, это будни. Ничего такого сверхъестественно удивительного. Все друг друга знают, живут здесь поколениями. Так, друзья, еще вам покажу. Видите, вот это вот сетка, и там живая рыба. Таким вот образом она хранится. Выловленная, ее сразу же идут в продажу, отправляют. И да, и чтобы, все же там не положишь в корыто, с которых продается, так вот она хранится и ждет следующих покупателей. Как я вам ранее говорил, да, деревня, которая живет за счет того, что добывает рыбу, деревня рыбаков. И здесь поколениями так все было.
Вот сейчас вам покажу, как оно продается. Соответственно, если вы соскучились по речной рыбе, по нормальной, без вкусотины, то, пожалуйста, подъезжайте. Это сазаны, да? Да, есть, а вот карась. А вот там карась. Смотрите, какая, друзья, она огромная. Китайский карп, потому что с усами. Это карасики. Ну, у нас в Беларуси караси, конечно, поменьше. Здесь они какие-то гиганты. Вот Скадарское озеро богато на такую рыбу. Причем она выловлена вот-вот-вот, недавно, с утречка. Она огромная. А почем она продается? А какая цена? Цена сколько стоит? 5 евро килограмм. Это 2 евро. Ну вот, друзья, 5 евро килограмм сазана, а карась 2 евро. Друзья, ну а для точки, куда ехать, называется Риберская улица. Инжир вовсю выспевает уже. Вроде бы май. Он как-то слишком быстро набух. Еще листья не выросли, а уже инжир начал появляться. Вот сколько вот труда в то, чтобы сделать скалу, адаптировать ее под жизнь комфортную. Друзья, продолжим рыбную тему. Если вы хотите просто попробовать рыбу и не хотите ее с собой везти, вы можете заказать, и вам ее приготовят прямо здесь. То есть вам надо внизу об этом сказать. Я бы хотел бы сразу же ее, чтобы вы нам приготовили. И вот, например, Весна просила ее не снимать, поэтому я не буду. Ну вот так оно будет примерно выглядеть. То есть для вас приготовят вкуснейшую рыбу, прямо свежевыловленную, на Скадарском озере. Это будет стоить чуть-чуть дороже, чем 5 евро за килограмм, но оно того стоит. Да, друзья, вот свежепойманная рыба, а не что-то там такое странное. Да, рыбацкий обед. И такой, друзья, если вы приедете человек 6-7, ну, 10 евро с человека, мне кажется, это совсем очень мало. Но это пока что не сезон. Когда сезон наступит, естественно, будет дороже, потому что людей будет гораздо больше. Но есть шанс у вас сейчас. Друзья, вот интересно, вот как сейчас все здесь живет. Утром можно рано встать, пойти рыбу выловить, а потом туристов встречать, возить и показывать красоты Черногорского Скадарского озера. И сейчас мы видим, Стефан привез очередных ребят. Друзья, мы с вами периодически разговариваем на тему, а где можно попробовать национальную черногорскую кухню. И многие даже в комментариях нам советовали чевапчичи и плесковица. Но поверьте, это не все, что есть. И вот, например, в этой рыбацкой деревне можете попробовать такое вот блюдо. Называется раштан. Оно варится на кости прошутто, несколько с мясом обязательно. И здесь местная капуста в нем участвует. Оно называется раштан. Очень-очень вкусно. Если вы хотите именно черногорского попробовать, вот, welcome. Друзья, скорее всего, ваше начнется путешествие вот с этого места, с этой парковки. Это Скадарское озеро, тут большой указатель. Вы, когда приедете, увидите много-много свободных парковочных мест, а может быть и нет, если это уже сезон. И вот национальный парк Скадарское озеро. Вот здесь продаются билеты. Да, друзья, обратите внимание, что очереди уже большие и за билетами. И я вам, друзья, порекомендую хороший способ сэкономить время. Обращайтесь напрямую к гидам, и в очереди не придется стоять. У них все будет сразу же. Контакты в описании. Добрый день, уважаемые туристы. Приглашаем вас на экскурсию в Скадарское озеро. Это мои племянники, которые вас будут катать. Скадарское озеро считается самый лучший национальный парк в Черногории. Всегда у нас есть возможность вас покатать, накормить, чтобы получили удовольствие от Скадарского озера. Мы все делаем, они не будут ждать очереди. У нас сервис самый лучший, пожалуйста. Друзья, здесь уже более такой оборудованный причал и такой менее душевный, что ли, но не менее интересный. Поэтому у вас есть возможность и непосредственно с самой рыбацкой деревушки с Черногорской Венеции, ну или вот с такого огромного красивого озера. Кстати, смотрите, здесь еще есть и на байдарках возможность покататься. И велосипеды. Ну, вообще оборудован. Такое ощущение, что только в этом году недавно купили, еще на них никто не ездил. Это электро? О, смотрите, друзья, это же электровелосипеды. Тут даже педали не надо крутить. Класс. Я очень сильно надеюсь, что вы в таком же восторге, как и я, от того, что происходит здесь, на Скадарском озере. Спасибо большое, что за просмотр и за то, что ставите лайки. И для всех тех, кто нас поддерживает, вам сегодня сердечко непосредственно с Скадарского озера, одного из самых душевных мест Черногории. Пока, друзья.